Церковь по факту построена грузинами. Ребят, всем привет! Гуляем сегодня в режиме лайт. Такая лайт-прогулка будет у нас. Я нахожусь у фонтана памятника Александр и Наталья. По-моему, в 99-м году установлен. Сейчас посмотрим. Табличка где-то вот с этой стороны должна быть. Вот такой памятник, фонтан. Да, 99-й год. В честь 200-летия со дня рождения Александра Пушкина. И пойдем сейчас по Большой Никитской. В ту сторону у нас Малая Никитская. В ту сторону Большая Никитская. Так что гуляем в лайт режиме. И дойдем сегодня до Римско-католического собора на Малой Грузинской. Решил пойти по Большой. Решил пойти по Большой Никитской. По Малой Никитской прогуляемся как-нибудь в следующий раз. Небольшой сквер, парк. В той стороне у нас ведутся работы уличные. Жизнь, в общем, кипит. Как всегда, лето. И в Москве переукладка брусчатки. Смотрите, вот на этот красавец дом. Ну не замок ли? Очень красивый. Кстати, на этой улице очень много посольств. Поэтому особняки здесь в хорошем состоянии. Можно сказать, все сохранились. Потому что за ними следят. Это у нас церковь Большое Вознесение у Никитских ворот. Колокольня. Вот так с виду-то и не скажешь, что это церковь. Посмотрите на эти барельефы, на эти колонны. И вход в нее, по-моему, с той стороны, со стороны Малой Никитской. Сейчас посмотрим, если здесь будет вход, то зайду на территорию и сниму вам колокольню с другой стороны. Эта улица такая, знаете, не совсем туристическая. Туристов здесь ходит не очень много. Я бы даже сказал мало. Вы сейчас сами посмотрите, сколько попадется нам на пути людей. Их будет очень-очень малое количество. Вот она, колокольня. Наверху маленькие-маленькие такие колокольчики. В среднем ряду уже побольше, в среднем ярусе. Мы заходить не будем с вами. Пойдем дальше. Ох, на пути у нас будет еще Кудринская высотка на Кудринской площади. Сами видите, да, что людей здесь нет. Если бы я сейчас даже в это время пошел бы в сторону Кремля, где-нибудь на Никольской прогулялся, либо вокруг Тверская, то народу было бы гораздо больше, чем здесь. Как я и говорю, слева-справа у нас идут особняки, доходные дома, и половина из них занимает посольство. Вот посольство какой-то страны. Не вижу, что там написано, но если кто-то знает, можете написать. О, какой дом с колоннами. Сейчас прочитаем, что написано. Кстати, появились уже, вон, видите, здания на Кудринской площади. Так, это у нас ансамбль городской усадьбы
усадьбы Черкасовой. Главный дом, первая половина 19 века. А сейчас здесь региональная общественная организация, Центр содействия развитию предпринимательству. Вот так-то. Предприниматели сидят, в общем. Большая Никитская, 44. Городская усадьба Черкасской. Флигель. Тоже первая половина 19 века. Вообще, насколько я помню, сюда, по-моему, можно было как-то зайти вот на эту территорию. Либо дальше. Должны с правой стороны сейчас бюсты быть. Да, точно. Давненько я здесь не гулял, конечно. Раньше вот в конце был вход, можно было зайти там на эту территорию музея. Сейчас посмотрим, если можно будет войти, тоже зайдем, покажу вам поближе эти бюсты. Их тут не один. Это у нас бюсты всех военачальников, так сказать. А вон там наверху, видите, спрятался за деревом там с кошкой. Сейчас посмотрим. Может, войду. О, открыто. Это музей военной формы. Лучшее место для селфи. Давайте, ребят, селфи. Колокол. Не звонит. Наверное, сорвали эту штуку. Здравствуйте. Вот такой. Кто это сидит, интересно? А кто сидит, не знаете? Кому это памятник? Это памятник этого. Я вот что-то не могу узнать, кто это. Не знаете? Ладно, спасибо. Ты кого знаешь, да? Там Гоголь. Да. Ну а здесь и военачальники. У нас тут Александр Ярославич, Петр I, Суворов. Кстати, дом Суворова. Надо не забыть. Сейчас расскажу историю тоже. Милютин, Брусилов. Ребят, напишите, кто это сидит у нас там на таком матрасе, кот позади него и, по всей видимости, курит. И здесь у нас Гоголь расположился. Ох, я хотел к ним подойти поближе, а там поливает вода. Современник. А, тут еще таблички, смотрите, есть. Скамья Тютчева. Это скамья Айвазовского. Скамья Булгакова. И скамья Гоголя. В общем, вот это здание, вот этот главный дом, здесь раньше была усадьба Васильчиковых. Сам дом как бы построен был в 18 веке, но сгорел в ходе пожара. Это уже построено в 19 веке. После революции здесь была школа, потом в этом же доме, ну где была школа, да, вот в этом доме получается, в нем находилась школа, и здесь директором была сестра Михаила Булгакова. И сам Булгаков здесь проживал в 1924 году. Он недолго здесь жил, но тем не менее. Вот такое интересное место. Так что, если будете, заходите. Сам музей, вот там вход. Вот какой домик, смотрите. Это уже современная постройка. Российское военно-историческое общество. Если кому интересно, история.рф. РФ сайт называется.
кафешки справа. Позади, по левой стороне тоже доходные дома. Кстати, с левой стороны параллельно, как я иду, улица Поварская идет. Там тоже она не менее интересная и богата на разные особняки, доходные дома. Ну, мы же с вами идем дальше. Вот это, конечно, строение совсем сюда не вписывается. Здесь бы этой улочки продолжать вот в духе вот таких домиков, продолжаться, да, дальше. Но вот как-то ее сюда вместили. Так, надо успевать, пока зеленый. Тут тоже посольство, видите, флаги висят. Впереди клуб писателей. И посмотрите на эту красавицу высотку. Это, по-моему, 6-я из сталинских высоток. Была 6-й построена. О ней уже расскажу, когда подойдем поближе, прям туда. Выйдем на Кудринскую площадь, расскажу и покажу ее. Потом уйдем на Баррикадную, мимо зоопарка. И по Большой Грузинской, как раз туда, до Малой Грузинской дойдем. Тоже очередное посольство. Не вижу, что написано. Кто, ребят, разбирается во флагах, можете написать комментарии, кто здесь расположился. Так, клуб писателей Центрального дома литераторов. А, сейчас вон про тот дом с колоннами, с псевдоколоннами расскажу, подойдем поближе. Ремонт кровли идет наверху. Клуб писателей. О, посмотрите, какой дом интересный. Это тоже, скорее всего, посольство. Да, посольство. Но этот флаг вы уж точно все знаете. Какой красивый. Смотрите, как все расписано. Это у нас резиденция посла Бразилии. Красивый дом. Колонны такие. Очень красиво. О, там детишки рисуют впереди. И вот он, дом с псевдоколоннами. Это у нас усадьба середины 18 века. И принадлежала она Долгоруковым. И в 1812 году в ходе захвата, да, Москвы французами здесь располагались высшие чины французской армии. Поэтому дом при пожаре особо не пострадал. И вот в таком виде он сохранился до наших дней. А ребята вон там рисуют. Кудринскую высотку рисуют. Красивый дом. Нужно сделать обязательно фотографию. Сейчас сделаю фотку себе, чтобы потом сюда не возвращаться. И вот она у нас, Кудринская площадь впереди. Видите, по ней мы прогулялись очень быстро. Она не особо длинная, но тот маршрут, откуда я именно начал. Здесь у нас кафешка какая-то. Цветочки. Но тоже симпатично все сделали. Так, в общем, мне надо сейчас перейти на ту сторону, скорее всего, по подземному переходу, и уже продолжим с Кудринской площади, и как раз расскажу про историю, которую вам хотел рассказать. Дом с правой стороны будет. Вот такая небольшая площадь, и подземный переход, мне нужно уйти направо. Посмотрите, какой шпиль у нее. И наверху звезда.
башенки такие вот центральные, маленькие слева и справа от центральной башни именно, похожи такие, знаете, на готические, в стиле готики. Ну, конечно же, на готику это никак не похоже, но в целом здание. Но вот что-то такое, ой, извините, есть. Все, сейчас переходим дорогу. Там как раз фонтан работает. И вот про то здание с колоннами, видите, на той стороне, я вам как раз таки расскажу. Ребят, баррикадная 2, 1, строение 1. Вот это здание называется Вдовий дом. И этот дом построили в 1820 году. И когда-то это была пригородная усадьба. Когда еще эта территория была как бы, ну, назовем ее Московской областью, да? И перед войной 1812 года это здание отдали под Вдовий дом. Здесь должны были размещаться вдовы военных, но сюда они не заехали, так как началась война 1812 года. И здесь находился госпиталь. И в нем было около, там, наверное, несколько тысяч человек, именно солдат, раненых. И которые были ранены в ходе Бородинского сражения. И когда французы захватили Москву, сами вы знаете, что Москва была покинута, да, жителями. Но про этих солдат, которые здесь находились, забыли. Официальная версия, что их не успели забрать, но я же все-таки придерживаюсь тому, что просто про них все забыли. В общем, они здесь медленно умирали. Когда французы пришли в город, соответственно, часть из них была казнена, часть, как бы вот это, вернее, здание было обстреляно из пушек. Соответственно, потом это здание сожгли. И погибло в этом пожаре, в этом убийстве где-то около 700 человек. Дом впоследствии восстановили. И вот так он сейчас выглядит. По факту это такое, знаете, кровавое место. Ну, теперь перейдем к высотке и к Кудринской площади. Вот у нас Кудринская площадь, фонтан. Давайте я сейчас туда перемещусь и уже прям от фонтана пойдем дальше. Красивая высотка. Вот такой небольшой сквер, фонтан. И давайте немного истории расскажу про этот дом. Высотка эта была построена в 1954 году в стиле сталинского ампира. И в этом доме был открыт на тот момент крупнейший продовольственный магазин. Также было 2 кинотеатра, подсобные помещения, хозяйственные помещения, кафе. Потом под зданием размещались, как я сказал, кроме кинотеатра еще детские учреждения, детский сад, автоматическая телефонная станция. Гаражи еще были здесь. И в этом доме жила, так сказать, элита. Летчики-космонавты, летчики-испытатели, актеры, высокопоставленные чиновники. Вот так, когда к ней подходишь ближе, она прям такое ощущение склоняется над тобой. И ты чувствуешь себя реально каким-то таким, знаете, муравьем. Вот я ближе и ближе подхожу. И сейчас здесь также живут люди.
Вот не знаю только насчет подземной парковки, есть ли она сейчас. Возможно, осталась. Красивая высотка. Прям очень красивая. Надо еще прогуляться по Котельнической набережной. Покажу вам тоже высотку похожую. Как вам, ребят, высотка? Пишите в комментариях. Мне очень нравятся такие здания. Жалко, конечно, что их построили в таком малом количестве. Я думаю, если бы вот такие здания стояли вместо хрущевок, да, то вообще была бы такая красота в городе. Ну и, конечно, хотелось бы такие здания не только в Москве, а и в других городах. Здесь тоже вход. Ну и памятные таблички, соответственно, имеются, кто жил из известных людей здесь. Ну вот, а мы сейчас с вами спустимся по этой лестнице вниз. Метро Баррикадная. Какая-то площадка зеленая, видите, сделали летом в Москве. Деревья, цветы там, можно, скорее всего, там прогуляться. Хотя нет, вроде все закрыто. Может, готовят, кстати, только, да, возможно. Здесь у нас пожарное депо. Все, я туда сейчас спускаюсь и пойдем в сторону зоопарка. Давайте еще здесь покажу вам. Ребят, дошел до московского зоопарка. Сейчас перейдем дорогу. В зоопарк мы с вами не идем. Но если хотите, напишите комментарии. Давайте наберем хотя бы 500 комментариев. Хочу в зоопарк. И тогда можно сходить. Летний сезон, народу очень много. Там у нас улица Баррикадная, и я пойду сейчас по Большой Грузинской. Вот она у нас, Большая Грузинская. Зоопарк расширился, причем очень давно уже. Видите, на той стороне впереди мост. Это как раз новая часть зоопарка. Ну, в настоящее время, конечно, она уже не новая, но по меркам и тогда, когда строительство было зоопарка, это новая часть. Сам зоопарк был основан в 1864 году. И он считается одним из старейших зоопарков Европы. В зоопарк я ходил, наверное, раза 2, может быть, был. В старой части, когда, ну, в детстве еще. И, может быть, лет 5-6 назад
Уже ходил и в новую часть. Вот мост поставили, и на той стороне был. Если честно, мне животных как бы жалко на них смотреть в клетке. Все-таки они должны жить на воле. Больше всего мне понравился зоопарк в Праге, когда я был. Там, понятно, это тоже зоопарк, но они хотя бы были не в клетках, большие-большие загоны. И получается, как бы животные, знаете, живут, ну, понятно, не совсем это их среда, но тем не менее они не в 4 стенах, да, там, в клетках, а большие загоны у них. Вот здесь макака, крокодил, сурикат. Вот этот мост, можно перейти на ту сторону. Это вторая часть там экспозиции, если так можно назвать, конечно, животных. Ну, мы с вами идем дальше по Большой Грузинской. Виднеется уже купол Георгиевской церкви. О, здесь, наверное, можно посмотреть немного, да? Ну нет, конечно же, закрыто специально, чтобы не подглядывали на халяву. Покупай билет, приходи смотреть. Но это вроде как вообще в России не самый большой зоопарк. По-моему, в Ярославле есть. Он больше московского. И еще в каких-то городах. Можете, ребят, написать в комментариях. А здесь вот смотрите, под стеклом. Ну, наверное, здесь никого нет особо. Не увидишь. Да. Никого нет там. Такая заманушка. Сколько машин стоит. Ребят, пока не ушел далеко, давайте покажу вам, сколько стоит билет. Взрослый 1000 рублей, детский 700. Но цены такие, знаете, нифига не демократичные. 1000 рублей. Может, для кого-то это много, для кого-то это мало. Но, по моему мнению, вход в зоопарк, ну, рублей 300, наверное. Для россиян вообще 100 рублей. Для иностранцев может быть и 500, и 700. Но для россиян, мне кажется, должно быть вот 200, там 250 рублей. Ну, не больше точно, а вообще бесплатно. Особенно, знаете, вот эти музейные комплексы и кремлевский комплекс. Для россиян, я считаю, должно быть бесплатно. Хотите зарабатывать на туризме, привлекайте туристов, зарабатывайте с них. Так, вот это здание номер 9. Ну, оно выглядит, видите, простенько. Сейчас на ту сторону перейду и покажу вам его. Сразу же расскажу про него историю. Да, с торца покажу вам. Оно, в принципе, что с фасада, с центральной части, что с торца, не особо там чем-то отличается. Простенькое, сохранилось до наших дней в том виде, в котором его строили, а построили его в 1910 году. Это дом городского попечительства о бедных. И на момент строительства, и на момент как бы действия этого здания, это было одно из лучших благотворительных учреждений города Москвы. Именно начало 20 века. В этом доме были бесплатные квартиры для неимущих, богадельня, бесплатная столовая. Представьте, в этой столовой даже подавали осетрину. Также была здесь биржа труда, аптека, столярные мастерские, ясли. Ну и как это обычно, да? Обычно, наверное, в большей части. После революции все это дело здесь уничтожили. И вот перед нами с левой стороны Георгиевская церковь. О, давайте расскажу вам еще историю, как вообще образовалась эта улица. Грузинская, Большая Грузинская, Малая Грузинская. В общем, здесь когда-то находилась Грузинская Слобода. Блин, самокат. Остановился. Он думал, на меня едет сзади. Он остановился. В общем, эти земли были подарены царю Картли
Вахтангу VI. Сюда он переехал вместе со своей свитой. А свита состояла из 3000 человек. И после этого эта улица, вот эти улицы вокруг, да, большая, малая, стали называться грузинскими. Церковь по факту построена грузинами, грузинским царем. Сама же эта церковь была построена в 18 веке. Вот такие дела. Я, честно говоря, тоже, когда ознакомился с этой информацией, был немножко удивлен. Ну, как я и сказал, что в своих видео ранее, что все о Москве знать невозможно. Всегда что-то новое. Так, и что-то я как-то плавно вышел на дорогу. Здесь вот музей, творческая мастерская Церетели. Можно вот посмотреть на скульптуры, клоуны. Слушайте, а вот эти клоуны, по-моему, в цирке именно Никулина такие же стоят. Тоже давно там не был, но вроде как там. Блин, ну придется идти по дороге немножко, а иначе я никак не пройду. Как вам, ребят, скульптуры? Можете написать в комментариях, нравится ли вам творчество. Так, давайте я на эту сторону перейду. Нравится ли вам творчество Церетели? Ну, мне не особо, если честно. Ну, как-то есть и есть. Вот, что это за... Я, конечно, не эксперт, но выглядит как-то это странно. Чувак такой здоровый, с маленькой головой. Может, так художник видит. Говорю, я не художник, но мне не особо нравится. Это вообще какой-то тоже, смотрите, тощий, с длинной шеей, худой. Наверное, тоже так видел художник. В общем, напишите, нравится, не нравится вам то, что он делает. Ну, памятник, который Петру Первому стоит на реке Москва. Я уже говорил свое мнение. Мне он не нравится. А делал, напомню, тот памятник Церетели. В общем, вот такие дела. Дом Агаларов, 1997 год. А, это собственников, товарищество собственников жилья Агаларова, по-моему, что-то в этом роде. Когда маршрут смотрел, читал немножко. С правой стороны парк, детские площадки, игровые зоны. Вот тут что-то у нас загорожено колючей проволокой, скорее всего, какое-то что-то вроде посольства, наверное. Вот такой у ребят здесь фонтан, такая территория. Пожарные куда-то едут. Ну, здесь такая уже, знаете, типичная, обычная московская застройка. Улица Климашкина, дом 1. Впереди еще доходный дом быть. Должен быть дом Нерзнея. Помните, мы с вами гуляли по Тверской, по переулкам. Я вам показывал первую высотку в городе Москве. Она была построена Нерзнея. Вот здесь же его дом доходный есть. С левой стороны, по-моему, там, где металлические какие-то леса, что ли. Сейчас посмотрим. И практически я уже, да, дохожу до неоготического собора. Здесь особо показывать нечего. Здесь, видите, Москва. Основная, как говорится, как вот весь город вот такой.
по факту. Да, вот он показался, дом Нерзнея, но он что-то прям совсем в плачевном состоянии, смотрите. Да, ужас. Вот, а вы говорите Москва. Здесь тоже вот такое бывает. Слушайте, остались только стены. Фасад. И то его, видите, скрепляют металлическими балками. Балкон, окна. Так, реконструкция нового строительства жилого многоквартирного дома. Все понятно. Короче, никому не нужен особняк Нерзнея. Сейчас вот разломали. Хотя, возможно, вот этот фасад будут использовать при строительстве нового дома. Посмотрим. Я думаю, так. Ну, в любом случае, сам дом как бы уже не сохранился. Ребят, я на Малой Грузинской 28, и здесь вот установлен такой вот барельеф Владимиру Высоцкому. Поэт-артист жил в этом доме с 1975 по 1980 год. Так что, если кто-то придет к католическому собору, Грузинская 28, он вот так спрятан здесь в кустах. И вот здесь у нас вот такая красота. Все вы уже знаете, что я люблю готические здания, и это реально очень-очень красиво. Это неоготика. Здесь проходят, видите, концерты органные. Слушайте, реально очень красиво. Я считаю, что готические здания нужно смотреть прямо вот вживую, потому что камера в любом случае не может передать эту красоту. Будет история, чуть-чуть попозже сейчас пройдемся. Вон там колокол стоит, вон там тоже колокол. О, еще и внутрь попадем. Это у нас Иисус. Оно очень огромное. Смотрите, какое длинное. Какие шпили. Давайте еще с той стороны покажу. И войдем вовнутрь. Крест. Христос вчера, сегодня и всегда. Территория, видите, тоже у него достаточно большая. Ухоженная, чистая. Растут цветы, деревья. Церковная лавка есть. Есть скамейки. Ребят, самое время поставить лайк. Не скупитесь на лайки, напишите комментарий. Кто не подписан, подписывайтесь. Пойдемте вот на эту мозаику еще посмотрим. Здесь 4 мозаики. Я как-то тоже здесь бывал, но внутрь ни разу не заходил. То закрыто было, то, по-моему, то ли реставрация, то ли еще что-то было. Витражи. Но это мы сейчас снутри посмотрим. В общем, это у нас Римско-католический кафедральный собор непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Это вот полное его название. Построили его в 1911 году в стиле неоготика. А знаете, кто его построил? Помните, я ездил в Самару и снимал тоже собор готический. Так вот, тот же самый архитектор построил и этот собор.
Кто не смотрел видео про Самару, обязательно посмотрите. Ссылки все есть в описании. Смотрите, мозаика продолжается. Вокруг, видимо, она идет. Хотя с той стороны я ее не видел. Вообще это считается самым крупным католическим храмом России. И его стены когда-то могли вмещать в себя около 5000 человек. После 1938 года все интерьеры, внутренние убранства были уничтожены. И здесь разместили общежитие. Вот такие вот дела. И пойдемте сейчас зайдем вовнутрь. Не знаю, у меня от таких мест мурашки по коже. Мне они очень нравятся. Прям вообще красота. Никого нет. С той стороны там пару человек сидит. По факту никого нет. Ну, далековато от центра, конечно. Возможно, многие и не знают, и не ходят сюда. Хотя, я думаю, каждому надо сюда прийти. Сейчас посмотрим, как все это дело выглядит внутри. И вот такая табличка тоже имеется. Римская католическая церковь. И пойдемте вовнутрь. Да, здесь проходят концерты органной музыки. Давайте вот сниму, мало ли. Может, кому-то понадобится вот репертуар. Идемте вовнутрь. Спасибо. Ох, какая, здравствуйте. Вот такая красота. Давайте слева направо пойдем. Мне сейчас напомнило это убранство. Собор Девы Марии в Нови Саде я снимал. Все видео из Сербии есть тоже на ссылке. Не поленитесь, посмотрите. Я как раз в один ролик вместил 3 собора. Там был католический собор, православная церковь и синагога. Ну, синагогу я не попал, но потом отдельно снял. Так что все видео есть на канале, посмотрите. Полюбуйтесь витражом. Вот кто-то сидит. О, какой орган, смотрите, большой. Говорю шепотом, чтобы никому не мешать. Ну и в принципе, когда заходишь в такие заведения, прям хочется говорить шепотом. Это вот само собой так получается. О, колокол звонит. Я, как всегда, вовремя.
ребят, вышел из собора. Тут уже, смотрите, раз снимают. Вон там мужик тоже с камерой большой ходит. Притянул, в общем, я сюда блогеров. Всяких разных блогеров притянул. Ну, очень понравилось внутри. Прям красиво. Обязательно поставьте лайк. Что, ребят, на этом буду заканчивать. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что комментируете. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят. Всем пока.